Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы снимаем видео по нанесению декоративных штукатурок. В том числе мы занимаемся продажей декоративных штукатурок. И люди, кто у нас приобретают материалы, просят периодически снять им индивидуальный видеоурок. Видеоурок сегодня индивидуальный. Он для Елены из города Самара. Это второе видео для нее. Они приезжали всей семьей к нам в город Ижевск из Самары. Выбирали декоративные штукатурки, достаточно большой объем. Одно видео мы уже для них сняли и выпустили, оно у нас есть на канале. И это сейчас второе видео для них же. На небольшом будет образце, потому что способ нанесения на канале у нас уже был. И так как это... Я так понимаю, что, Елена, вы уже начали нанесение. Вы уже знаете, что такое декоративная штукатурка на стене. Поэтому в данном случае мы вам покажем способ ее нанесения. То есть мы покроем кварцевым грунтом стены. Они у вас полностью, по-моему, у вас фактурная, да? Так вот сейчас и не вспомню. Кварц-грунт можно использовать, например, вот такой. Праймер или кварца. У нас есть еще грунты кварцевые другие. Я уж не помню, честно говоря, какой у вас в комплекте, но смысл будет тот же. То есть один более подороже, другой подешевле. Разница у них в укрывистости и в песчинках, в размере песчинок. То есть мелкие, крупные. Вот в этом разница. Вам, девочки, подбирали максимально подходящие для вас. Так, покрываем. Вот даже видите, здесь у нас на стене кварцевый грунт Light линейка, вполне хороший достаточно грунт, но у него укрывистость меньше. Здесь вот по укрывистее видно, наверное, да? Видно. То есть покрываем и оставим сохнуть часа на 4 и продолжим непосредственно само нанесение. Да, образец небольшой, но смысл мы постараемся здесь показать, насколько это возможно, подробно. И я думаю, что вы не пожалеете о том, что вы посмотрели наше видео. Все, оставляем сохнуть и вернемся через часа 4. После высыхания кварцевого грунта, полностью высох, создавая белый фон, либо колерованный, как вот у кого как получается. И если штукатурка колерованная, декоративная, то кварц-грунт тоже желательно должен быть колерован. В исключительных случаях может быть иначе. Когда так подразумевает фактура. У нас штукатурка будет белая декоративная, соответственно, кварц-грунт тоже белый. Травертина кольче. Это линейка Gura Decor Eletta. Это известковый травертин. И его мы будем наносить не колерованный. С помощью кельмы и шпателя. Также нам нужны будут руки обязательно и голова. Мы штукатурку накладываем ровным слоем на стену. Давайте вернемся к видео, которое мы начинали снимать там года 3 назад. Мы вот на таких вот маленьких образцах людям объясняли, как наносится штукатурка. Начинаем с верхнего левого угла, наносим участок удобный для рук, чтобы не тянуться туда-сюда. Примерно это метр на метр. Вот представьте, метр на метр. Наносим ровный слой. Слой не толстый. Он должен быть, скажем так, в зерно. Что такое толстый слой? Толстый слой — это вот такой вот слой. Вот это толстый слой. А что такое тонкий слой? Тонкий слой — это вот так, совсем на сбир. То есть мы пробираем до кварцгрунта. Вот это тонкий слой. А нам нужен средний в зерно, чтобы была однородная поверхность. И вот на такой вот слой мы с помощью щетки, у вас щетка новая, у меня она как бы сильно БУ, но все-таки я ей буду делать. С помощью жесткой щетки делаем вот такие вот диагональные полосы, тамповочка такая. Допустим, сделали, вот у вас это большой же участок, да? Сделали, натамповали, и уходите на следующий участок и соединяете штукатурку, пока она сырая.
Слой держим примерно одинаковый. Нанесли. И точно так же делаем вот эти продиры. Ширина может быть разная, то есть где-то шире, где-то уже. И наносим следующий участок в шахматном порядке вниз, чтобы штукатурка была сырая, пока вы ее наносите, пока вы ее соединяете. И наносим. И вот таким образом на всю стену. Первый участок, второй участок, третий участок, четвертый, пятый, шестой. Вот так примерно. У известковой штукатурки плюс в том, что она долго не высыхает на стене и позволяет работать с ней долгое время, поправляя фактуру, если что не так. Вот смотрите, нанесли, да, протамповали. Здесь нанесли, протамповали. И следующий участок мы должны соединить. То есть полоса должна быть одна. Но они могут друг в друга перетекать. Как-то так могут. Это вы должны смотреть издалека. Отходите, смотрите. Надо где-то шире или где-то уже. Если надо уже, значит закрываем вот так вот и делаем снова. Штукатурка сырая, и можно ее корректировать. Я ожидаю в ближайшее время привоз новых планшетов большого размера. К сожалению, они имеют свойство заканчиваться. Нужно просить, чтобы их нам напилили. Поэтому мы сейчас снимаем на маленьком. Это очень неудобно и вам, и мне. Но человек ждет видео. Даже видите, вот неудобно. Был бы большой планшет, было бы гораздо удобнее. И делаем еще одну линию. И еще одну. Вот так. Теперь мы немножко подождем высыхания и вернемся к нему, чтобы поверхность была у нас гладкая, верхушечки. Чтобы вот эти вот все ребра не торчали, нужно будет ее загладить. Примерно через полчасика вернемся и загладим. Не переключайтесь, еще будет продолжение. Подсохла немножко штукатурка, она еще не полностью высохла, она только подсохла, и нам нужно верхние части чистой кельмой вот так вот пригладить, чтобы фактура была поглаже, скажем так, более ровная, чтобы была фактура. Вот видите, мы убираем наплывы штукатурки и верхние части вот эти вот острые. Здесь нужно поймать этот именно промежуток, когда она не досохла полностью. И здесь еще можно дырочки натамповать дополнительно, если они нужны. Вот у меня их немножко осталось, меня это устраивает. Но если вы хотите чуть больше, то вот в этот момент можно еще добавить. Это если хочется вам. Нужно, не нужно. Нам нужна более плоская поверхность. И лучше кельмой водить именно так, по диагонали. Вот как рисунок, так и кельма в направлении в этом же движется.
Я бы сейчас еще добавила, потому что я выравнивала плоскость, выравнивала и смазала дырочки. Поэтому я добавлю еще и еще раз пройдусь. На стене это делать гораздо легче, на самом деле это так. На маленьком планшете достаточно трудно подловить вот этот вот временной промежуток, скажем так. Все, оставлю. После высыхания штукатурки декоративной, вот он такой гладенький получился, приятный на ощупь, и небольшие вот такие продиры, точечки диагональные. Мы нанесем воск колерованный, немножко возьмем, вот так. То есть вот такой вот густенький состав. Ну, воск у нас есть, он в продаже, вот такой воск, просили банки показывать, вот такой воск. И наносить его можно с помощью губки, с помощью влажной губки. Или можно с помощью валика, то есть можно валиком, например, накатывать, а губочкой обязательно надо губку рядом держать, размывать. А еще хорошо рядом пульверизатор держать, то есть если что, смочить. Потому что у людей, у кого опыта нанесения маловато, могут не успеть растирать вот этот воск. В чем его суть? Если мы его наносим густо, он темнее. Если мы его растираем жиже, он светлее. Если густо, темнее. Если жиже, то светлее. Сейчас я вам это покажу. Покрою. Обязательно лучше вдвоем будьте в этот момент. Окрашивание вот это, да, цветовое решение, это одно из самых сложных в нанесении декоративной штукатурки. Порой вот этим вот нанесением воском можно исправить корявую фактуру. А порой даже самую красивую фактуру можно испортить вот этим окрашиванием. Поэтому будьте внимательны. И можно чистой губкой, влажненькой, подснимать вот так верхушки, чтобы в глубине воск был темным, а с верхов мы его смываем, образно говоря, смываем. И он у нас сверху светлый. Можно также это сделать чистой кельмой. Если, допустим, ровная стена у вас и красиво нанесена фактура, то кельмой можно вот так вот снимать. Вот. Чем светлее воск, тем спокойнее фактура. Вот такие вот местами впадинки, они будут все равно. Они будут, поэтому можно воск делать чуть светлее и губочкой вот так вот тоже размывать. Смотрите, остаток какой. Гоним вниз. Вот. И точно так же по диагонали. То есть можно кельму использовать, а можно использовать губку. Это смотрите, как вам удобно. Также есть еще резиновые шпателя такие. Можно использовать, вот, по-моему, щетка у автомобильная, да, окна чистить. Что еще можно придумать? Шпатель для затирки плитки широкий. То есть вот так нанесли и смотрим, нравится, не нравится. Если не нравится, значит можно губочку чистенькую взять и как-то еще его подснять. Помыла губочку и можно вот так вот ее растушевывать, то есть высветляем вверх. Это если на тот случай, если вам темно. И не отходим от стены, пока не начинает нравиться. Но мне все-таки кельмой больше нравится. Давайте кельмой оставим.
Но кельмой, в принципе, более яркая фактура. Видите? Верх убираем. Это итоговый результат. Видео для Елены из города Самара. Я надеюсь, что у вас все получится, и вы следующую партию тоже скоро будете забирать. Какое там нанесение, еще часть материала у нас. В общем, пусть все у вас получится. Ставьте лайк. Если кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. И приобретая у нас декоративные штукатурки, вы имеете возможность заказать бесплатный видеоурок, личный, индивидуальный, если такого еще нет на нашем канале. Всем пока, спасибо.